Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Бритье, бритье, бритье. Сегодня у нас продолжение бюджетного бритья и стоимость станка, который сегодня будет на обзоре, аж 141 рубль. Возможно, где-то его можно взять за 100, где-то за 200, но тем не менее он все равно недорогой. Вы идите пока на крупный план, смотрите там что да как. А я, благодаря гондурасам, которые, я точно знаю, работают и в водоканале тоже, сегодня буду бриться только холодной водой. И компресс делаю из нее тоже. Уже неделю, прикиньте, неделю из крана идет коричневая вода. Это тебе не душа, это тебе не зубов почистить по-человечески. Ну так, мне пофигу, я холодной могу, а вот девчонкам засада. Так что холодной водой бриться будем. Все, догоняйте. Сегодня, парни, будет рапира. Та самая рапира, которую можно пойти и купить в киосках, в магазинах. Ну, где такие вещи еще продают? Надо просто походить по округе и посмотреть. Мне она обошлась 141 рубль. Кому-то это обойдется еще дешевле, кому-то чуточку дороже. Но вот, в принципе, выглядит она вот так. Мой вариант даже еще с запасными лезвиями. Сегодня ей и побреемся. Слайдер достаточно недорогой, но хорошо упакованный товар. Контроль первого вскрытия здесь есть. Если кто-то распакует, вы уже будете знать, что она распакованная. Станок трехсоставной, чрезвычайно легкий. Думаю, что он не тяжелее 25-30 грамм. Ручка пластиковая, да и полая, скорее всего, внутри, раз отверстие такое есть. Но по весу это подтверждается. Металл здесь только сверху. Открутив ручку, увидим нижнюю и верхнюю плиты. Естественно, все это, скорее всего, штамповка. Но вот эта штамповка точно. Нижняя плита, я имею в виду. А верхняя может быть даже литье. Да, скорее всего, литье, потому что ну вот по характерному рисунку на поверхности могу сказать, что это точно не штамповка, потому что не смогли бы такую форму отштамповать. Да, скорее всего это литье. Фиксаторы, резьба, рапира. Ну, чтобы не мудрствовать лукаво, давайте это же лезвие из набора и поставим. Дополнительным бонусом такого набора выбора будет, наверное, то, что можно будет составить представление, как же новичок, взявший такой станок, сможет побриться. Ну, по внешним признакам, это та самая рапира Platinum Lux, которую я, собственно, люблю. А как на самом деле, узнаем, конечно, только во время бритья. Резьба адекватная. Надо сказать, станок внешне выглядит довольно прилично. Так, вылет. Да, вроде равномерный. Это наш станок на сегодня. А мыло сегодня будет от Вячеслава. Второе из линейки Феромена. Но почему-то решил венецианца взять. Хотя, если так вот по чесноку, то не почему-то. Из тех двух, что осталось, это вот афганец с русским ружьем и венецианец. Запах поинтереснее у венецианца. Именно поэтому я его сегодня взял. И, кстати, вот афганец с русским ружьем, спасибо, ребят, что подсказали название, но я только с большим глазом смог это прочесть. Ну, хорошо, давай, а то сейчас камера работает. Ага. На упаковке сильно останавливаться не буду, потому что все, что я мог, я уже сказал в первом обзоре на это мыло. Отмечу лишь хорошее качество полиграфии и самой бумаги, этикетки, которую сделали. Молодцы, ребята, заморочились. Тональность в этом рисунке мне тоже нравится. Какая-то она древняя. Софочка, не шуми, пожалуйста. Мыло внешне выглядит так же, как и предыдущее. Твердая, но продавить можно. Упаковано интересно, с тем же самым кантиком по периметру. Как-то это все вот так вот заморочено удается Вячеславу делать. Запах. Запах, он не интенсивный, но достаточно интересный. Мне почему-то пару раз хотелось его даже изысканным назвать. Но вот более подробно, я думаю, мы сейчас с вами на обзоре его попробуем раскрыть. И там уже об этом и поговорим. Помазок у нас сегодня Симош 830, ребята. Это моя старая хотелка.
Потому что каждый раз, когда я заходил на сайт Giffen-Care или еще куда-нибудь, мне, конечно же, попадались, не могли не попасться вот эти помазки, потому что это испанская, португальская территория в ту сторону, а Симош, по-моему, это Португалия и есть. Ну так вот, все время губу раскатывал и ни разу так и не взял. Почему что? Да, наверное, потому что все вот эти вот помазки от Симоша с такими ручками, они как бы чуть подороже слегонца, чем все остальные кабанчики. Вот этот, к примеру, где-то в районе 18,5 евро. Согласитесь, не маленькая сумма. Ну что же он себя представляет? Узел 22 размера. Высота ручки 47 мм, высота узла практически 50. То есть, грубо говоря, он квадратный. Пополам, 1/2 здесь, 1/2 тут. Поэтому как дорожный, как чашечный, как вот на лицо, не знаю. Естественно, он новый, канолевый, только что с пачки. Еще видите, даже щетинки не распушились, а все мы знаем. А кто не знает, запишите на карандаш. Кабанчик раскрывается не сразу, спустя какое-то время. Вам нужно будет поработать, и потом, когда вы усердно поработаете этим помазочком, конечно, его можно искусственно составить. Так вот здесь вот эти вот кончики, ворсинки, они начнут сечься. И вот после того, как у вас вот кабанчик дойдет до такой кондиции, вот тогда он у вас и готов к работе. И тогда это будет не кабанчик, а это будет что пипец помазок. Ну вот он пока молодой, зеленый, не обстрелянный, не обсеченный, не обрезанный. Ну короче, он никакой. Вот сегодня с ним-то и будем работать. Ну, блин, была мечта идиота, потому что я давно это все хотел, а вот Паша вот раз вот и подогнал этот помазок. Так что поработаем. По ручке, красивая зараза. Стоит ли он своих денег? Ну, это каждый решит сам, но ручка сделана без сучка, без задоринки. То есть вот как-то так вот все культурно. Та насечка, которая здесь есть, она в кассу, изнутри она красиво просвечивает. Посмотрите, как узел запакован в отдельный контейнер, и через прозрачный материал он смотрится достаточно так интеллигентно и взвешенно, нормально, то есть эстетически выверено. Надпись Excalibur, или как вот это вот перевести, она наклеенная, конечно, наклеена. Но тем не менее наклеена более-менее нормально. Это не краска, это все-таки пленка. Вот он, красотуль. Ну и автошейв. Думал, что все, уже кончились автошейвы и придется свой из закромов вытаскивать. Дежавю, а нет. Вот у Павла Нестерова нашелся вот такая вот скляночка темная гвоздика. Американская компания в штате К это Калифорния, выпускает все это вот канитель. Некоторые из наших ребят поставляют это в Россию. И вот на этом фоне получается такой некий казус, что в России это чуточку дешевле, чем за рубежом, потому что за рубежом это получается $12,5. Ну, плюс доставка, сами понимаете, 3 копейки не будет. А здесь 700 рублей. Ну, тоже, конечно же, доставка. Ну, вот такая вот красота. Компания обещает, что это будет не только хороший освежающий автошейв, но еще вроде как и одеколон может работать. Ну, как ни крути, тогда это получается как бы прямой конкурент. Так-то разобраться. Даже еще может быть еще и как-то и прямо ого, какой конкурент. Но вот с этим мы будем разбираться. Пока же я вижу достойного качества полиграфию. Этикетка не тяп-ляп, не как у этих бородачей или как их там бородата, а сделана-то на цивильной бумаге. Сверху даже, знаете, вот это вот ощущение soft-touch есть. И качество мне очень нравится. Вся необходимая информация с их точки зрения здесь присутствует, которые это штрих-код и название, и все, и пипец, больше ничего нет. Но, правда, и внутри все это написано, но это вот такой вот нашей российской бумажкой залеплено, которая дублирует, скорее всего, ту бумажку. Кому интересно, из чего, вот смотрите, читайте. Короче, много интересного эта штука обещает. Фляжка. Ух. Ну и правда гвоздика. Фляжка не удивляет. Очень многие производители в Америке страдают вот этим делом. Во фляжке стеклянной разливать. Ну, будь мы в Америке, может и мы бы что-нибудь во фляжку разливали. Но вот у них можно это сделать. У нас это тяжело. Не найти у нас фляжек. 100 мл за 700 рублей. 100 миллилитров, ну там 120 миллилитров за 800 рублей. Ну да, можно считать их товар одной ценовой категории, так-то разобраться. Вот сегодня эта штука и попробуем. Софочка, а по попе сейчас кто получит? Ну, феномена с синтетикой мы с вами уже видели.
давайте, наверное, посмотрим феномена с кабанчиком. А следующая феномена, естественно, будет барсуком. С каким, я еще не знаю. Хочется и яки, хочется и немца, хочется и мужской материк. Короче, все в процессе. Если у вас есть какие-то свои предположения, какой барсук взять, напишите, пожалуйста, в комментариях видео. Холодная вода не остановила это мыло. И смотрите, какую юшечку такую прям хорошую сделала, прям нормальную. Ой, хлопцы, не знаю, что там есть, но ветивер я чую. Люблю ветивер. Причем по запаху из банки я его не не прощупал. А вот как только водичку замочил и как только на руку нанес, вот тут-то он и попер. Так, достаем нашу кабанятину. Чуть-чуть уберем водички. Ну и поехали. Покажи, что могешь. Надо было еще воды стряхнуть, а то она сейчас пеной попрет. Ну ладно, что есть, то есть. Жалко все это терять. Так, а что бы нам, например, чашу даже сегодня не взять, да? Так, а если чашу, что я тогда ее буду терять? Так, ну-ка. Так, не будем мы ничего терять. Иди туда. Ну, пока нравится, парни. Пока нравится. Ну, в принципе-то, все у меня уже забито. Угу. Так, это на лицо. Так, ну что, компрессы и пошли вбивать. Так, какой компресс? Давайте в чаше его пока холтухаем. Угу. Так а что? Что тут? Оно уже все. Вон, смотрите, усы стоят уже. Ручка за счет того, что пелексиглазовая, из оргстекла чуть-чуть с пеной подскальзывает. Но благодаря тому, что там есть насечки, держится нормально, хорошо. Да все, что его мутузить, что его мурыжить. Пошли бриться, нормально все. Знаете, что я вам скажу? На теплом компрессе 40-45 градусов умных мыслей в голову и вообще количество их приходит гораздо больше, чем на холодном. На холодном почему-то меньше. Сейчас одна носилась: твою мать, твою мать, твою мать. Ну, сами понимаете. Узел помазка нравится. Когда распушится, то еще покруче будет. Ну прям по кайфу. Плотность такова, что создает объем. Кончики еще покалываются чуть-чуть. Но знаете, покалываются не так, что им как собака какая-то бешеная, а так чуть-чуть обозначают, так вот маленечко. Вы просто понимаете, что он есть. И в то же самое время я умом-то понимаю, пройдет совсем немного времени, он распушится и уйдет, это покалывание. Даже я сейчас не уверен, хотел бы, чтобы оно уходило или нет, потому что ну, как-то приятно это делает. Ну, чё? Ну вот. Хорошо. Хорошо. Так. Показалось, что станок как-то шелохнулся. Та насечка на ручке, которую сделали в пластмассе, очень приятно позволяет держать станок. Сразу вам могу сказать, Marshall мне нравится гораздо меньше, чем этот
этот интересней. Парни, не знаю, обратили внимание или нет, у меня замахнулось с усов смахнуть. И потом мысль такая прибежала. Народ бузит, брейся правильно, усовую, вот эту вот бородатую зону оставляй, на потом, на последнее там. Давай, давай. Я подумал, ну блин, что, ну мне не трудно, могу и оставить так сразу в сторону и тыр-тыр. Угу. Нифига себе девки пляшут. Прям станочек-то интересно себя показывает. Ну, чуть-чуть смочу. Пену не набирал вторично. Все той же, которая была на помазке. Хорошо. Запах. Да, он есть, но такой же легкий, как и в предыдущем экземпляре. Не преследует, но обозначает себя. Такой ненавязчивый, такой интеллигентный. Там, а вы что там? Ну, я тут постою так. Я здесь. Не, я не ушел, я тут. Что-то вот такое. То есть он есть и не сильный. Какой-то вот, как будто свечку держит, когда мы бреемся. Ребят, на удивление, станок как родной. Опять не брал пены, ну, вот, хотя есть откуда. А с другой стороны, сейчас третий проход, последний, что? Ну, в принципе, тут пол лица, так что это как бы еще, сами понимаете, то есть на это поправку сделайте небольшую. Не кабанятины никакой. А ветивер или что-то ветивероподобное. Вы знаете, такое ощущение, что он в этих волосках помазка запутался, и когда ты подносишь, он оттуда вырывается, и тебе такой хук сливает. Да, я ветивер! То есть, знаете, вот за счет того, что вот здесь вот маленький объем, он там как-то концентрируется. И такая, на по шарам. Прям, ух, хорошо, хорошо. Прям могуч. Не, ну не галимый, с чем-то там, но по запаху приятен. Ну, хлопцы, все. Подбривок-то не надо. Выбрил, ну отлично.
Единственное недоразумение, не пойму, как оно выскочило, то ли смахнул что, то ли еще что-то. Это вот эта вот фигушка. А все остальное, ребята, побрил на отлично. Вот если бы я брал сам для себя, вот под свои вот эти вот хотелки, свою кожу, свою щетину, однозначно маршал в мусорку, в топку, рапира, годная штука. Прям удивил. Не ожидал, что от станка за 140 рублей можно такого ждать. Ну да, по фактуре понятно, что недорогой, но это уже в отзывах, сейчас поговорим. А сейчас что? Сейчас все, автошейф. Ну, знаете, наверное, вот эта вот фигня может еще быть из-за того, что холодной водой все-таки я отвык, давненько этим себя не баловал. И тут, ну, короче, вся моя обычная водоподготовка. Софочка пришел. Хочешь, Лизе и дяде Гене привет передать? Хочешь? Ну, пойдем, моя хорошая. Иди ко мне. Ты в ванну хочешь, что ли? Или куда ты хочешь? Че ты? Ты мой маленький. У нашей девочки янтарные глазки, медовые. Ну что ты смущаешься? Ну передавай привет и все, и беги, если торопишься. Стесняешься, что ли? От меня чем-то пахнет? Да ты мой сладкий. Ну все, беги тогда. Вот на раковину ее поставил. Леди. Ледям внимание надо. Они стеснительные. Вот и это что-то застеснялось. Взрослеет девка, взрослеет. Ну так вот. Отсутствие должной водоподготовки возможно и послужило следствием вот этих травм, нанесенных, ну, слава богу, совместимых с жизнью. То есть, я думаю, что криминального-то особо ничего и нет. Но по бритью станок, ребята, удивил. Очень понравился. Маршал тут и рядом не проходил. Ну, кому-то, возможно, агрессивный будет по кайфу. Но мне такой вот... Вот выбирать из этих двух я однозначно за рапиру. Вообще хорошо. Она настолько хороша для меня сегодня, что если, допустим, вот отмотать вот на много-много лет назад, и был бы он у меня первым станком, да и не рыпался бы понапрасну, на нем бы дергался потихонечку, так осваивался. Стоит недорого, бреет хорошо. Плюс там еще 10 этих 5 штук лезвий в наборе. Ну а лезвие 12 рублей, 141 минус 12, ну станок за 130 рублей, а что еще-то? Хорошо. Так, ну и автошейф. Пластиковая крышечка. Еще раз спасибо Павлу. Ух ты, за то, что дал возможность понюхать. Ребят, читал описание, там дофига что написано, но не верьте всему, что на заборах, на сайтах пишут. Иногда это расходится. Мне интересно, как это будет вживую. Так что я благополучно все, что я там прочел, забыл. Прочитать здесь на этикетке здоровье не позволяет. Глазки уже не те. Не молодой орел. Так что сейчас будем так, как оно есть, так и попробуем. Угу. Ух ты, бляха-муха. Ух, как он это могет. Ух. О. Календула, что ли? Хотя какая календула? Гвоздика же, да? Все-таки что-то сладковатое здесь есть. Не тошнотворное, не противное. Не такое сладковатое, которое большинство девчонок сразу же записывают. А, это старперское. Нет. Но все-таки что-то сладковатое. А он не тяжелый. Запах выше среднего, то есть между легким и средним. Но все-таки, понимаете, вот когда я сказал календула, первая мысль была что-то лекарственное. Но нет, не лекарственное. Это не та аптека, которую вот иногда проскальзывает благодаря там тем или иным добавкам. Это как настойка какая-то, понимаете? Не могу сказать, что плохая или хорошая. Это на любителя. Те люди, которым это нравится, будут пищать от нее. Но то, что запах сбалансированный и он специализированный, то есть
У меня бы язык не повернулся назвать этот запах там прям до шескега. Вот хоть этому, хоть этому. Нет, это скорее всего будет на любителя. Но запах сбалансированный, интересный и хороший. Расчленить его не могу. Пока понятно, что он растительного производства, ну в смысле происхождения. Во, календула свалила нахрен. Ну, календула в кавычках, я не знаю, кто это. А сейчас уже что-то пошло другое. Но он многослойный. В одном из комментариев я прочел в коротком описании запаха моего автошейва. Один парень сказал, что говорит, на запах и классик, и кул ему одинаковый, и жене тоже, а вот в действии разные. Если нюхать из флакона и только вы брызнули на руки, так и будет. А вы дайте, чтобы прошло хотя бы секунд 5-10 и почувствуйте на руках, вы найдете различие. Оно грандиозно, оно прям сильное. Так и здесь. То есть это, знаете, как матрешка, как шкатулка, раскрывается пошагово. Вот здесь к растительной добавилась еще какая-то нота коры. Не древесная, а вот коры. И вот это мне начинает уже больше нравиться. Это уже ни к больничке, ни к аптеке никаким боком не припишешь. Это уже что-то такое, знаете, зелено-коричневого цвета. Вот это интересно. Уходовая. Он никакой пленки вообще. Я думаю, что уходовая здесь все-таки есть, потому что хоть что-то, хоть какой-то децл того, что осталось, несмотря на то, что пленки нет, но я чувствую, что на коже что-то появилось. Все-таки уходовый есть. Но высыхает достаточно быстро. Хороший, хороший. В общем и целом, вы уж извините, буду со своим сравнивать, потому что ну а с чем еще сравнивать? И лучше всего я свой знаю. Я думаю, что это не конкурент Флойду, это не конкурент Дежавью, это сам по себе продукт. Он, скорее всего, будет нишевый, ну то есть будут попадаться люди, которым он не зайдет. В то же самое время будут попадаться люди, которым он очень понравится. Все эти люди будут появляться в достаточно большом количестве, потому что цена у этого продукта, ну так себе по нынешним рамкам. На удивление получается, что в России его можно взять за 700 рублей, а за рубежом значительно дороже, целых 12 баксов. Ну как значительно, там на 10%, на 15%. То есть если кто-то захочет, проще это в России посмотреть, нежели заморачиваться за Америку, ну или какие-то забугорные сайты. По оформлению однозначно пятак. Люди, скажем так, они из кожи вон не лезли, но сделали все со вкусом и достойно. То немногое, что здесь есть, оно хорошего качества, оно вызывает уважение. И это не какая-то промокашка, которая, на, бщ, о, хочешь, давай бабки. Нет, здесь люди серьезно подошли. То есть какого-то вот такого нагромождения здесь нет, помпещины никакой нет, здесь строго, со вкусом, качественно. Вот так вот оформлен этот баллон. Дозатор стандартный для этих бутылок, все фляжки, которые стеклянные к нам поступают, все идут с этим дозатором. То есть прощелкать там легко и просто. Децл, да, можно, ну, потренировавшись маленечко. А от вольного, так, чтобы залиться полностью, да легко, проще просто. То есть чуть-чуть прощелкал, и все, и ты уже вот. Так что будьте, пожалуйста, аккуратнее с этим дозатором. Годный, качественный, хороший продукт, несомненно, стоит своих денег. 100 мл за 700 рублей, ну, здесь есть за что. А вот по запаху, это вы уже сами решите, кому заходит, кому или нет. Что у нас? Рапира. Да практически я сказал уже про нее все. Добавить. Ребята, кто еще только в начале пути, новички, кто еще только на стадии поиска экспериментов, как бы, где бы, чтобы, как бы, возьмите, попробуйте. Не разочаруетесь точно, это вам просто опыта лишнего добавит. По агрессивности станок средний, качество для его денег вполне себе. Соотношение цена-качество, естественно, тоже. Бреет около 89 головы. На мой взгляд, чуть-чуть не дотягивая до нее. Может быть, из-за того, что он легкий, поэтому себя так показал. Будь он потяжелее, как 89, ну, Мюлле, например, то и показал бы другой результат. Но все-таки из-за того, что он наполовину пластиковый, по пояс деревянный, по пояс пластмассовый, то вот так он себя и показал.
вполне себе годное изделие, одно из, которые можно порекомендовать новичкам. Юзеры среднего и продвинутого юзера, ну, естественно, пройдут мимо, потому что у них наверняка уже агрегаты посерьезнее, помощнее, понавороченней, ну и поинтересней. А за 140 рублей, ну, это уже не их уровень, они, скорее всего, так проскочат. Так что интересная машинка. Мой талисманчик от опасной бритвы РФ. Кирпичик не пригодился, ну и слава богу, ну и хорошо. Но все равно благодаря тому, что он стоял и баловал меня своим внешним видом, возможно, сегодня столько кровища-то и не было, хотя он раздражение, смотрите, все-таки получил, зараза, вода это холодная. Мыл. Вы знаете, у меня такое ощущение, что это все одинаковое мыло, просто с разными запахами. Потому что насколько то годное мыло было, настолько и это. Просто разная ароматическая составляющая. Каких-то особых кардинальных различий между предыдущим феноменом и этим я не нашел. Мыло по сути своей мне нравится. Не знаю, насколько будет нравиться дальше. Объясню почему. Потому что из переписки с Вячеславом я так краем уха, и полностью подноготно он мне все не рассказывал, но я краем уха понял, что технология производства этого мыла опупеть как непростая. И по идее оно должно стоить гораздо дороже, намного. Не те несчастные 350-400 рублей, за которые сейчас просят. То есть вот по сути, то, что Сергей сейчас у себя на бритве 11 продает, это он, ну, по сути отдает мыло по себестоимости. Вот я это так понял. Если это не так, ребята, кто уже пользовался этим мылом, кто там что-то шарит, маленечко понимает, выйдите, скажите, насколько оно будет интереснее, если оно поднимется в стоимости в 1,5-2 раза. Тут уже вопрос, тут уже каждый будет решать сам. Но за те деньги, за которые его сегодня предлагают, 400 рублей, ну, я считаю, это подарок. Хорошее мыло. Реально хорошее. Ну, возвращаться вот ко всем этим пузыристым делам я не буду, потому что раз уже сказал, что каждый раз тыкать, что ли. Так что годный, качественный, интересный продукт. И я искренне рад, что у нас на Руси стали появляться мастера, которые могут делать вот такие вещи. Это хорошо. Я думаю, чем их больше будет, тем будет больше и лучше. Нет, без больше, просто лучше нам с вами. То есть всегда лучше, когда, допустим, 10-15 артизанов бегают вокруг нас бубном и говорят, а вот возьми это, возьми то, нежели когда один артизан вышел, так, что вам там мыло, так, ну нате в толпу 10 банок, и народ расхватали. То есть я за первый вариант, а с одним артизаном всегда грустно, всегда скучно. Уже начинаешь за бугор смотреть, может там что-то интересное. Так что мыло хорошее. Вячеслав, спасибо тебе огромное. Помазок. Ребят, вы извините, я не стал его причесывать, мыть, потому что он сейчас снова пойдет работать. Но Симош 830 показал себя более чем годным агрегатом. Узел настолько чертовски приятный в работе, что прям приятно. По большому счету, будь это помазок вот у меня с нуля мой, я бы, наверное, даже еще больше, чем Симош 1305 бы его полюбил. Ты куда спрятался? А, вот. Мне он зашел больше. Потом, как он себя поведет впоследствии, я сейчас сказать не могу. Это надо испытывать. На сегодняшний же день первые испытания меня больше, чем обрадовали. Потому что, беря этот помазок в руки, у меня было только одно маленечко. Такое, знаешь, свербящее чувство. Блин, мыл попал, и он чуть-чуть скользит. Но убрать пену с рук, это не ахти какой тяжелый труд. Каждый может. А все остальное в этом помазке просто бомбическое. Представляете, что будет, когда у него волосики распушатся, и он уже войдет в свой сок, и это будет уже не какой-то там кабанчик, а матерый кабан, который придет и я сказал, пух, и у вас весь хохотальник в пене. Вот это вот здорово. Очень понравилось сочетание размеров. По сути, это 50 на 50 при общей длине 100 мм. То есть здесь не то чтобы балансировка, а работать удобно. Если бы здесь вот такой вот батут болтался, ну да, узел был бы уже совсем другим, был бы гораздо мягче, это уже на конский хвост было бы похоже. Да и упор бы на руку шел как-то по-другому. Или он короткий бы был, но он бы своими хуками там пломбы бы считал, ну и было бы совсем другое. А здесь пропорция 50 на 50 при диаметре 22. Огонь, огонь. Единственное, о чем вам нужно подумать, если вдруг задумаетесь на предмет приобретения этого помазка, это его стоимость. Потому что на фоне кабанов он стоит, ну, так-таки
ну, ощутимо подороже, процентов на 30, 40, 50, я бы даже сказал. Потому что если, допустим, Симош 13.05 по памяти, я вам точно сейчас не могу сказать, но все же, где-то его в районе 13-14 евро взять-то можно. А за этот 18, 14, 18, 14, 18. Я думаю, что здесь идет переплата за ручку, за красоту. Стоит ли это оно для вас лично, в вашем конкретном случае? Но это, парни, вопрос, который только вы решите. Тут вам никто не подскажет, никакой обзорщик. Как и какую подставку взять за какой-нибудь большой помазок. Вадим Викторович, а какую подставку мне взять на помазок диаметром 30 мм? Ребята, честно вам скажу, хз. Google единственное, что вы можете сделать, искать такую подставку. Я не специалист по ним. Ну, на этом, пожалуй, что и все. Разрешите с вами попрощаться, сказать вам добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай всегда все будет хорошо. Ну, а тех, кто еще не охладел в закрытой комнате, приглашаю на экстрим, помахать опаской, ну и посмотреть, что у нас в этот раз получится. Не спинкой вперед, а как положено, на РК. Ну все. Пока-пока, до новых встреч. Подписывайтесь на канал. С вами был я, Вадим.